О, ребятушки, hello, как говорится. Приветствую вас в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Находимся рядом с одним из самых известных автосалонов в городе, называется Tomini Classics. Давайте зайдем. Это приятнейшее место, где можно купить много классных, классических, интересных автомобилей. Например, Jaguar E-Type 67 года, Ferrari 365 Daytona. Есть много новых моделей, допустим, Aston Martin Lagonda Taraf. Самый дорогой серийный седан в мире. $1 миллион. Позади вас стоит Pagani Huayra. Ну, пишется немножко по-другому, но произносится именно так. Причем в версии White Edition. Но сегодня у нас короткий обзор на другой интересный автомобиль, который называется McLaren Speedtail. Автомобиль, который выпущен тиражом всего 106 экземпляров. И это экземпляр номер 2. Снимаем масочку. Сказали, что можно. В салоне никого нет. Быстрый обзор. Поехали. Итак, McLaren Speedtail – один из самых аэродинамичных автомобилей в мире. Повторюсь, было произведено всего 106 экземпляров. Эту машину представили в октябре 2018 года. И все 106 экземпляров, еще до того, как первая машина поступила заказчику, они были куплены. Главная внешняя особенность этого автомобиля – длина более 5 метров. Кузов сделан из углепластика и, как видите, имеет очень нестандартную форму. Это официально самый обтекаемый автомобиль марки McLaren. Но дело не только в хвосте. Передние фары и воздухозаборник у этой машины заужены, на поверхности кузова минимум швов, а передние колеса закрыты неподвижными защитными колпаками. Знаете, зачем они нужны? Они снижают завихрение воздушного потока. Еще один интересный элемент на кузове – это камеры заднего вида. Эти камеры могут убираться в корпус в двух случаях: если машина закрыта или когда включается специальный гоночный режим. И вот когда включается этот режим, камера уезжает в кузов, машина опускается на 35 мм. А вот там вот на хвосте активируются гибкие, активные аэродинамические заслонки элероны. И после всех этих манипуляций Speedtail может разогнаться до сотни за 3 секунды, до 300 км в час за 12,8 секунды, а максимальная скорость составит 403 км в час. Под капотом у этого автомобиля, ну как под капотом, капот у нас там, а двигатель находится вот здесь вот. Так вот, рады бы мы его открыть, но открыть вот эту часть, чтобы просто посмотреть на двигатель, может только специалист компании McLaren. Короче говоря, вот там вот у нас двигатель битурбо V8 4 литра 757 сил. Также есть дополнительный электромотор 230 киловатт. Итого, суммарная мощность 1036 лошадиных сил, расход топлива 15,6 литра на 100 километров. И вы, конечно, успели заметить, что в этом автомобиле не 4, а 3 кресла. Что внутри? Сейчас посмотрим. Ребятки, сейчас ключ принесут. Так, ключ есть, можем работать. Ключ, естественно, необычный, в цвет автомобиля, черный с голубым. Нажимаем. Пошло. Двери с электроприводом. Интересный момент. Можно садиться с любой стороны. Офигенно удобно. На парковке у продуктового магаза подъехали с пакетами, там вас прижали, открыли здесь. Пожалуйста, садимся. Значит, так, прокатиться по Лазурному побережью, конечно, можно. Ехать на такой из Москвы в Сочи, особенно вот здесь вот, будет, наверное, не очень удобно, потому что места маловато, особо не развернуться. Так, у спорткаров свои приколы. Сразу об отделке и цвете салона. Почти все 106 экземпляров оформлены по-разному, потому что можно было выбрать оформление практически любой детали интерьера. Ну, в этом виде голубой. Если вам голубой не нравится, можно было взять красный, все машины уже куплены. Центрального туннеля у нас нет. Что делать? Кнопки, в том числе рычаг, кнопки переключения передач перенесены вот сюда вот, назад, нейтраль, драйв, все находится вот здесь вот. Кнопка выбора режимов и запуска двигателя тоже здесь. Перед нами 5 экранов. 2 экрана – это камеры заднего вида, слева и справа. 3 экрана – это информация, мультимедиа и также разные доп. Функции, управление телефоном, управление подсветкой и навигацией. Руль, естественно, спортивный, несколько интерфейсов вот здесь, вот кнопки закрытия дверей сверху, причем кнопок закрытия дверей несколько есть вот там вот и есть вот здесь вот. Еще один классный интерфейс в салоне, по-настоящему классный, это чисто маклареновская фишка, это отсутствие противосолнечных козырьков. Здесь у нас монохромный сектор, причем зон здесь 4 штуки. У нас есть вот это окошко, вот это вот стекло и вот там еще стекло сзади. Раз, 2, 3, 4. Все 4 зоны стали темные. Круто. Работает быстро, и это очень важно. Выходим.
Блин, постоянно нужно искать место, куда положить ноги или руки, чтобы вылезти как-то из этого автомобиля, не ударившись башкой или еще чем-нибудь. Смотрим, что у нас обратно под капотом. Итак, вот он с капотом, но повторимся, двигатель сзади, поэтому фактически это второй багажник. Немного места. Ё-моё. И у этой машины есть основной багажник. Это что такое? Как палатка? Стандартный чемодан сюда не поместится. Тем не менее, в Макларене все продумали. За отдельные деньги, естественно, довольно приличные, вы можете докупить специальные чемоданчики конкретно для этого багажника. Что по ценам, естественно, интересно. Сейчас расскажем. Что касается конкретно этой машины. Человек, который ее купил в 2018 году, отдал 2,27 миллиона долларов. Сейчас она стоит 3,85 миллиона. Это была инвестиция. Пробег у машины 4 километра. Неплохая инвестиция, правда. Спасибо, что посмотрели. Простите, что не прокатились. Всего 106 экземпляров. Быстрый обзор, но проезжали мимо. Решили обязательно показать вам один из самых интересных автомобилей в мире. Автомобиль с хвостом. McLaren Speedtail. Ждем ваш комментарий. Спасибо за просмотр. Увидимся. Пока. О, ребятки, еще не финал. Спасибо, что досмотрели до конца. Бонус для тех, кто решил посмотреть, что будет дальше. Слушаем. Вот она музыка. Вот где музыка. Это мы так чуть-чуть нажали. Спасибо, что посмотрели. McLaren Speedtail, Tommy Classics, все ссылки внизу. Роскошный автомобиль. И звучит красиво, и выглядит классно. Машина с хвостом. Самый обтекаемый автомобиль McLaren. Увидимся. Пока.